Ребята, привет! Вы на канале Баллады и Рыбалки, с вами Игорь. Хороший солнечный день сегодня. И я, скажем так, по просьбам наших зрителей решил таки сделать рецепт, который называется акроп, то бишь технопланктон с акропа. Никогда раньше на него не ловил, никогда не пробовал. Более того, даже не спрашивал рецепт, решил сам подумать, как лучше его сделать. Да, потому что у нас акроп — это травяная составляющая. Соответственно, нужно будет подумать, как заставить ее пылить. Запах-то она даст бесподобный. А как сделать, чтобы она пылила и была правильная консистенция, тут вопрос. Соответственно, поскольку я ловлю на водоемах и на реках с проточной водой и на озерах, плюс-минус вопрос стоит в чем-то универсальном, чтобы где-то плюс-минус до часа времени оно находилось в воде. Для этого мне понадобится как травяные составляющие, так и немножечко животного белка. Итак, коротко о том, что туда войдет. Это у нас сама травка, то бишь акроп уже перемолотый. Гречневая мука. Ее я добавлю обязательно именно в этот состав. Оно будет как разрыхлитель у меня использоваться. Гороховая мука, неотъемлемый ингредиент. И кукурузная мука. Из муки это тоже неотъемлемый ингредиент будет в данном рецепте. Теперь сухое молоко, как же ж без него. А теперь смотрите внимательно дальше. Это костная мука. Как правило, ее используют для того, чтобы кормить разную скотину, а-ля свиней, коров и так дальше. Купить ее можно, я думаю, что в любом регионе, в любой стране вы найдете, где это купить. Потому что штука достаточно распространенная. Это молотые кости, рыбки разные и пошло-поехало, да, то есть панцири креветок. Можно криль использовать на самом деле, но вот эта штука, она намного дешевле, просто-напросто. Еще раз говорю, это костная мука. И пищевой мел. Очень крайне рекомендую. Будет давать вам достаточно хорошую муть. И в этом рецепте, я считаю, необходимым его добавить. Итак, теперь давайте по пропорциям. Еще раз. Все пропорции, они будут идти в объемах, ребят, чтобы вы не делали потом комментарии а-ля «это же не граммы, это же объемы» и т.д. т.п. Поэтому я вам сейчас покажу на примере мерного стакана. Для своего рецепта я использую 75 грамм. Видите? Акропа. Все, порцию я делаю достаточно небольшую, потому что, по сути, это будет проверка у меня. Вот так. На вот эту пропорцию мы берем 150 грамм гороховой муки, 150 грамм кукурузной муки, 150 грамм сухого молока. На самом деле можете добавить 200. Здесь это тот случай, когда его нужно немножко больше. 200 молока. Берем 50, до 100 грамм гречневой муки. До 100 грамм. Вот этого и вот этого. Еще раз напоминаю, это костная мука и пищевой мел по 50 грамм. 50 того, 50 второго. Все, это ваш состав данного рецепта. Теперь немножечко теории, почему именно так. Составляющая белковая. Да, то, что репка требует. Да. Толстолобика есть 3 вида, напоминаю. Да, то есть пестрый, серый и гибрид. То есть пестрый, он больше биопланктоном питается, серый больше питается фитопланктоном, гибрид питается в принципе и тем и другим. Нормально. Это доминирующее количество толстолоба, которые есть в принципе в мире, да, то есть это гибриды.
Соответственно, как бы к ним нужно и готовиться в основном для рыбалки. Поэтому как бы и белковая составляющая обязательно, и составляющая по углеводам. Вот. И мел добавляется больше как источник кальция, но в то же время мы его добавляем как мутное облако, потому что он очень классно исполняет свою функцию в этом плане. Это как разрыхлитель будет. Гороховая мука больше будет как уплотнитель. Кукурузная, она плюс-минус, она нейтральная, если в правильной пропорции его дать. Сухое молоко при попадании в воду дает клейкость, соответственно, оно тоже скрепляет. В сухом виде оно полностью рассыпчато. Соответственно, как бы его нужно добавлять немного, чтобы оно при снятии слоя, когда идет растворение технопланктона, не успевало превратиться в липкую массу. Все, теперь это все дело смешиваем и делаем бочечку. Дополнительно рецепт я выложу в конце видео, чтобы можно было просто наглядно срисовать его по рецептам. Вот, и что? Делаем. Отходов от укропа практически нет, когда пересеиваешь. Если его хорошо высушить, то он в микроволновке превращается в труху. На всякий случай соберем, потом домолим еще раз. Так, добавим чуть еще мела сверху. Я уже все сюда смешал, осталось только, по сути, досыпать специю. Так. Блин, запах, я вам говорю. Пахнет вообще. Ну, укроп сильный дает запах. Очень даже сильный. Так, есть. Теперь будем прессовать. Еще раз, кто не видел, из чего делается вообще планктон, есть такой цилиндрик у нас, видите, вставочка. Вот сюда это дело вставляется. Берем засыпайку, лопатку. Насыпаем в цилиндр. Все, вот как раз вот у нас доверху оно насыпалось. Соскребаем лишнее. Вставляем пресс-форму и ставим на наш пресс. И теперь дело за небольшим, фактически его только спрессовать. Поехали. Я спрессовываю всегда сильно, потому что если плохо его сдавить, получается, что он рассыпается очень быстро. А это же нам не нужно, правильно? То есть нам нужно от 30 минут до часа. Есть.
Теперь достаем. И вот у нас получился такой зеленый друг. Видите? Ну что, бросим в банку. Теперь посмотрим, как он будет пыхтеть у нас. То есть видите, что происходит, да? Если хотите, чтобы коптело сильнее, вот именно коптело, да, чтобы аж так мутно было, вот тут этой штуки добавьте побольше. Это мел. Вода холодная в банке, чтобы вы понимали, с крана, где-то градусов 18. При попадании в теплую воду эффект будет лучше. Эксперимент будем считать успешным. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пробуйте наши рецепты. Они рабочие на самом деле. Рабочие не только потому, что это как бы там теория, допустим, да, а понимание и знание рыбы как таковой. Как она живет, как она питается, что она любит, чего она не любит и так дальше. Да, соответственно, как бы практически каждый рецепт, который я делаю, в конечном итоге люди отписываются, что он работает. То периодически я его сам облавливаю. Поэтому могу сказать о себе ровно то же самое, что они работают. И в 90% случаев я делаю рецепты, которые я лично сам проверяю. Видите? Поэтому выводы можете делать самостоятельно. И эта вода, допустим, стоит, а если у нас есть немножечко волны, вот поплавочек будет болтаться, вот вы будете примерно иметь вот такой вот эффект. Ну, при сильных волнах понятно, но такое, там, знаете, не часто бывает. До встречи на канале, на новых видео. С вами был Игорь, Баллада о рыбалке. Пока. Это по истечении 20 минут, вот примерно у нас такая картина получается. Как видите. Я думаю, когда рыбка его будет долбать, да, когда будет где-то оно покачиваться по волнам, эффект будет просто колоссальный. Пробуйте.